Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Ваш жизненный путь, для какой судьбы вы родились». И использовать я буду Таро индейцев. Ну вот так вот, да. Вообще, вот этот Vision Quest — это определенный особый ритуал индейцев, который даже, многие говорят, не переводится. То есть я сколько пыталась там узнать, да, побольше об этом, вот я вам говорю, что даже трудно перевести само по себе вот название этого, ну, так скажем, ритуала, да, определенного. Хорошо. Давайте теперь доставать наши карты. Наши карты. Как-то вы у нас тут карты все перевернулись туда-сюда, да? Видите, у нас тут есть две белые карты. Кто-то делает в колодах такие карты, потому что хочет, чтобы была просто карта, ну, знаете, как пустая, да? А кто-то делает их с той мыслью, что человек, который владеет колодой, может создать дополнительные карты для этой колоды самостоятельно, подписать их, нарисовать на вот этой белой карте, да, вот, допустим, я беру одну из белых карт и решаю создать свою, то есть я, видите, рубашка уже есть, и я создаю свою, могу что-то здесь там изобразить такое в тему. И пользоваться этим, конечно, можно пользоваться. Вот если вы в колоде видите пару белых карт, знайте, что этим можно для себя пользоваться, то есть это уже будет ваш индивидуальный подход. Вообще белая карта может быть одна действительно белая, вторая можно ее выкрасить в черный, тоже вариант. Белая карта — это будет пустая карта-загадка, а черная карта, она может тоже означать то пустоту, то отрицание, то ничего нет. Итак, ваш жизненный путь, для какой судьбы вы родились. Давайте посмотрим, у нас будет 3 позиции. Три, нам нужно 3. Да? Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, оно что-то для вас значит. Итак, давайте снимать 3 раза для тех, кто смотрит с самого начала, чтобы вы получили послание. Да? Послание. Итак, что у нас тут за послание? Шаман. Ну, на самом деле, карта такая очень говорящая. Она показывает, что, возможно, у вас в роду были шаманы или есть какие-то способности к шаманизму. И также это силы, все силы природы, силы стихий, силы тотемов, духов животных. Да? И, может быть, сейчас какая-то энергия собирается вокруг вас, такая мощная, что вы можете вот что-то слышать из окружающего мира, воспринимать, читать знаки, говорить со Вселенной, да, с Землей также. И, соответственно, просто настройтесь на ритмы, и вы услышите. То есть просто то, что нужно услышать. Ваша мудрость, она на самом деле внутри вас. И также в скором времени по этой карте вы можете найти себе учителя, да? Учителя, гуру для себя. Хорошо. Давайте выкладывать 3 карты идентификатора для вас. Это будут карты, которые обозначают просто вас сегодня, да, на сегодняшний день. Каждый день мы проходим абсолютно разные арканы. Помните об этом, что мы живем каждый день в другом аркане. Бывает, он даже совпадает, почему бы и нет. То есть бывают такие случаи, когда ты встаешь утром, вытаскиваешь свой аркан, оказывается, это тот же самый аркан, что и вчера, значит, ты продолжаешь его прорабатывать, ты в нем живешь. Бывает, проходит 2 дня, ты вытаскиваешь тот же самый аркан, который был 2 дня назад, это тоже нормально, ты хочешь его снова проработать, да, перед собой видеть, как-то что-то себе объяснить там из жизни, да, этого аркана. То есть в каждом аркане же своя жизнь, своя ситуация. Соответственно, интересоваться, в каком вы аркане каждый день находитесь, это важно. Вы понимаете, что за энергии вокруг вас собрались. Если негативный аркан, конечно, нужно его понять и тут же переходить в другое место, да, в другой аркан. Хорошо. Первый камень у нас бычий глаз. Давайте смотрим, какой
Дотягиваюсь. Какой второй? Так, второй у нас сегодня цитрин. Такой цитринчик прикольный. И третий будет у нас вот такой вот горный хрусталь. Вот. Видите, какие 3 камня сегодня. Решила вот такие выбрать 3 камня. Почему бы и нет? Они у меня, я знаете, как наугад, да? Наугад беру и из своей огромной там шкатулки камней, которая сбоку стоит. И просто какие вот раз, и мне так навеяло, да? Навеяло и все. И я так хочу. Хорошо. Выбирайте ту позицию, может по номеру, может вы просто будете смотреть каждый идентификатор. Это только ваше дело, да? Выбирайте, как вам удобно, можно по камню. И мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Читаю комментарии на YouTube, конечно, я читаю комментарии каждый день. И начали попадаться люди в возрасте, которые недовольны моими раскладами. В том плане, что я даю какую-то лишнюю, как они говорят, надежду. Или там, что человеку нужно еще что-то пройти. Мол, возраст не позволяет пройти там, да, и так далее. Что я тут хочу прокомментировать? Я хочу ответить. Вот, понимаете, во-первых, мы все осознаем, да, это общий расклад. Во-вторых, ну, неважно на самом деле, сколько вам лет, вы будете до конца прям жизни проходить духовные уроки какие-то, обретать опыт души, новые знания. И никогда не поздно начать развиваться, мечтать, ставить себе новые цели. Потому что люди иногда в возрасте достигают таких вершин, да, вещей там, в жизни, которые они не достигали в молодом возрасте и не могли достичь. Понимаете? И поэтому здесь, конечно, здесь, значит, вам судьба вот так, ну, какие-то такие слушать видео. Раз вы хотите слушать, значит, что-то Бог вам хочет сказать через эти видео. Поэтому не стоит думать, что ваша жизнь закончилась, она не закончилась. Итак, первая позиция. Наш бычий глаз. И первая карта, в каком аркане вы сегодня. А кто бы мог подумать, я же тасовала колоду, вот заметили? И опять так вышло, что я вытащила карту, которая была у нас на дне. Вы шаман. Вы сейчас шаман, а это значит, что вы должны слушать ритмы окружающего мира, вселенной, природы, земли, камней, животных, да? И общаться с духами. И вы чувствуете, как будто что-то такое собралось около вас, да, вот энергия какая-то, энергия. Соответственно, может быть, да, вам и нужен наставник, может быть, это вы уже чей-то наставник. Но шаман говорит о том, что у человека вот устоявшаяся какая-то, ну, жизненная идеология, что ли, устоявшееся мнение о жизни, законы жизни, которым он подчиняется и много лет. То есть он уже себя так более-менее осознает в этой карте. Соответственно, вы полны спокойствия, равновесия и философского взгляда на этот мир, на эту жизнь. И получается так, что когда вы находитесь в карте шаман, вы уже приобрели большой духовный опыт. Ваша душа старая, скорее всего, пришла на землю. Ну, уже старая, да, уже много жизней прошла. И вы сразу многое понимали с детства. И сейчас, естественно, вы понимаете еще больше. Шаман смотрит сразу же вглубь. Он никогда не будет поверхностным. Он смотрит вглубь. И ну, когда я вижу эту карту, я вас уважаю. Я понимаю, что вы человек такой уже добротный, да? Вы не будете там истерить перед кем-то, гнуть сильно там какие-то свои линию, там, да, свою там самодурствовать. Если это правильно, да, вы можете на этом настоять, но люди иногда на вас посмотрят и сами понимают, где правильно, а где неправильно. То есть вы с духом своего присутствия уже как-то можете менять обстановку в помещении, да? Ну, карта такая философская, настроены вы на жизнь с пониманием и с принятием. Соответственно, от денег вы уже так сильно не зависите, вам на деньги не так важно, как на то, чтобы там все правильно было, чин-чинарем, да, там жизнь была
честное, чтобы вы жили спокойно, стабильно. То есть вот это вам нужно, да, и чтобы вокруг вас не было лжецов, подлых людей. Вы можете очень старательно выстраивать свой мир таким образом, чтобы все было хорошо в этом плане. Вы уже знаете, чего вы хотите. Так, ну хорошо, вы шаман. Ваш жизненный путь и для какой судьбы вы родились. Давайте посмотрим ваш жизненный путь. Я буду произвольно карты вот так выкладывать. Ваш жизненный путь. Вот видите, у вас карта суд, да, ну тут как, ну, дух, сопровождение духа, да, там дух, защита духа, так скажем. Так, ну отец, значит, у нас отец земли, да. Дальше, значит, девятка огня. Нет, ну почему девятка? Должен же быть туз. Так, шут. Главная мать. Десятка земли. И большое исцеляющее колесо. Ну, это мир, да? Мир. Ну, что тут карты вам сказали? Что они сказали? Ну, то, что ваш жизненный путь сейчас, вот на сегодняшний день, очень такой правильный, и вы идете в восстановление, возрождение, исцеление. То есть вы сейчас можете буквально, ну, вернуть себе всю энергию, которую вы когда-то потратили зря. Или, как вам кажется, зря. Ну, зря ничего невозможно потратить, тем более энергию, да, то есть вы ее все равно потратили с каким-то смыслом. Но вам кажется, что у вас ее могли забрать, вы ее очень много растрачивали, и вот сейчас она вам прямо идет обратно. Дальше, значит, вы можете буквально занимать в жизни лидирующую позицию, но вам приходится много отвечать за людей. То есть это ваш жизненный путь, это ваше сейчас назначение, много отвечать за людей, окружающих вас, и стараться сделать все для того, чтобы они были под защитой и, ну, понимали, что им-то нужно сделать, да, что свое предназначение, чтобы нашли свое предназначение. Получается так, что карты здесь дают вам очень такую благую миссию, чтобы ваши близкие, домашние, были как у Христа за пазухой благодаря вам. Бывает такое, бывает, что человек много отрабатывал сначала, трудный путь прошел для того, чтобы вот как раз-таки его род, который он, ну, который от него уже ответвляется, да, уже не столько проходили испытаний. Могут быть, конечно, кармические испытания, просто часть вы с них сняли. И вы выбрали, то есть ваша душа выбрала так родиться, да, то есть именно с такой опыт получить. И карты здесь, они говорят, что вы можете сильно наращивать свой материальный потенциал в скором времени, просто потому, что вам идет награда за страдания из прошлого. А сейчас именно вот эта энергия, это возвращается вам, вы обретаете невиданную силу. Буквально, видите, мы даже здесь увидели большое исцеляющее колесо, то есть второй индейцев. Это вы плетете себе как будто новую судьбу, понимаете? И эта судьба именно с исцелением связана. Может, вы и правда какое-то заболевание имеете, да, физическое прям, и тогда вы исцелитесь, это ваш жизненный путь, показать людям, что можно исцелиться хоть от чего. Вы знаете, у всех нас есть множество назначений за свою жизнь. И кто-то кого-то вдохновляет, кто-то кому-то показывает, как можно правильно работать, много работать, чего добиться. Или чего добиться, когда ты много пьешь. Да? То есть тоже отрицательный опыт, положительный опыт. Что делать можно, что нельзя. Каждый из нас показывает другим. То есть мы все обмениваемся постоянно энергиями. И вот вы можете показать людям, вот как будто бы, да, что можно начать новый путь, новую жизнь, возродиться и исцелиться. Буквально от чего угодно. От бедности исцелиться, болезнь какую-то исцелить, исцелить какие-то психоэмоциональные травмы, нарушения, да. То есть обрести покой, такой вот, знаете, равновесие, философский подход к жизни. Тем более, что вы в карте шаман находитесь. Вот, то есть что угодно, да.
возродить что угодно. И вот это большое исцеляющее колесо показывает, вы выходите на новый уровень, и ваша сейчас задача людям показать, что можно что-то вот взять и исправить в своей жизни, и это дает, конечно, надежду. Есть люди у меня на канале, пишут, там, у которых сильные заболевания, ну, такие очень серьезные. Я понимаю, что это такое на своем опыте, и я понимаю, что насколько это тяжело. Вот. То есть, может быть, ваша судьба, если вы выбрали эту позицию, ну, взять и показать всем, что человек может что угодно. То есть даже исцелить какие-то неизлечимые болезни, страшные болезни, выйти из этого, да. Неважно, каким способом. То есть это может быть самодисциплина, там, не знаю, физкультура лечебная, специальная диета в сочетании с хорошими лекарствами, хорошим доктором. Но показать, что ты можешь. То есть неважно, каким способом, вот реально, сколько я сталкиваюсь с больными, у которых там онкология и все такое прочее, очень серьезные болезни, уже не важно, как ты выживешь, да? Не важно. Важно, ну, вот если он есть, этот способ, я хочу его попробовать. Понимаете? И многие так. То есть доходят внутри себя до какого-то определенно тяжелого состояния. Это может быть как болезнь физического тела, так и моральная какая-то зависимость там, эмоциональная, да, состояние дна по поводу финансов. Ну, вот бывает, у меня есть там знакомые клиенты, у кого там очень большие долги, ну там дикие. Как ты вроде как даже смог взять такой долг, да? Но как-то смог человек, допустим, там в миллионах долларов это все исчисляется. И понимаете, если у вас такая, допустим, ситуация, что ваши долги исчисляются там миллионами, вы можете показать другим людям, что даже из этой ситуации можно найти выход и все-таки исцелить ее. Понимаете, вот такое чувство, что духи, они сопровождают сейчас вас вот в этой миссии, что выкарабкаться из чего-то, что вас преследовало до этого. Может, вы уже это показываете, да, людям. Да даже вот элементарная полнота. Допустим, представим, что человек весит там 200 килограмм и худеет на 120 килограмм, например. Я знаю таких людей тоже, кстати. Я знаю женщину, она весила 140 и похудела на 70. Ей, конечно, пришлось там убирать пластическими операциями некоторые моменты там на животе, на бедрах, но она это сделала. Господи, она это сделала. И вот у вас такая какая-то жизненная миссия сделать что-то такое невероятное, вот как будто бы взять себя так в руки, так себя дисциплинировать. Мощно прям. И да, это новый путь заботы о других людях. Вы буквально рождаете вокруг себя новое мышление. Я не говорю вам основать по этому поводу курсы или аккаунт в Инстаграм, хотя это тоже не против, не воспринимается, да. Но сейчас вам дается за это даже богатство и процветание. То есть, если вы это делаете, превозмогаете себя, вам дается за это богатство и процветание. Ну, естественно, через что обычно это делается? Через социальные сети, это понятно. Как ты об этом поделишься? Ну, может, на телевидении поделиться, но в социальных сетях, в газете. То есть земля не только слухами полнится, да, там сарафанное радио по маленькому городку, по деревне. Нет, вы можете это вообще всему миру рассказать. Но тут все зависит от вас. Вот понимаете, вам сила дана, мощь дана. Воспользуетесь ли вы этим? Вот в чем вопрос. Будете ли вы себя превозмогать или плюните на все? Это же только ваша жизнь. У вас, да, стоит вот такой жизненный путь сейчас. Пользуетесь вы этим жизненным путем или нет, это только ваше дело. Хорошо, давайте посмотрим, а для какой судьбы вы родились. Ну вот мне прям интересно. То есть тут прям сейчас, да, такая цель, задача в жизни. Задачи в жизни мы проходим постепенно, поэтапно. То есть вам нужно понять одну такую вещь, что человек не может выполнить только одну задачу и умереть. У него много задач, много полезных задач, да? Хорошо, а для какой судьбы вы родились? Да. Карта
Ну, в классической колоде это дьявол, но тут привязанный к столбу, как преступник, да. Шестерка огня. Шестерка воды. Угу, двойка воды. Для какой судьбы вы родились? Смотрите, я вам объясню. Вы родились для такой судьбы, чтобы победить в своей семье либо преступное прошлое вашей семьи, либо даже ваше, если вы пошли по той же дороге нехорошей, да, либо какой-то очень сильный негатив, привычки негативные в семье. Знаете, бывает, рождаются люди, там пили в семье, кто-то пьет, кто-то колется, кто-то убивает, кто-то, ну, имеет вообще разные пагубные вещи там, да, привычки пагубные. И получается, вот ваша цель изначально, для чего вы родились, это избавить ваш род от этого плохого, из-за чего вашу семью, ваш род привязывали к позорному столбу буквально в своих мыслях, даже, может, не физически, но в мыслях привязывали, и теперь, ну, ваш род нес позицию такой жертвы, да, которая наказана и будет наказана всегда за то, что. Но вы это убираете, вы побеждаете, должны были победить. Понимаете, вот опять у вас идет такая победа. И обретаете большую любовь на всю жизнь. Выполнили вы эту цель или нет, я не знаю. Вы родились для такой судьбы. Сделали вы это или нет, я не знаю. Но то, что вот у вас идет большая, чистая, светлая любовь по судьбе, да, от рождения именно, это совершенно точно. Мы взялись за руки, и мы эти руки друг от друга никогда не отпустим. Вот. Ну а сейчас у вас, да, у вас карты очень семейные. То есть у вас вполне может быть очень крепкая семья. Или сейчас, или в будущем. Шаман, кстати, очень часто живет вообще в племени, да, и является главой общины. Ну, или главным лицом общины. И, соответственно, мы здесь видим главную мать, мы здесь видим Отца Земли, и мы понимаем, что у вас должна быть семья по жизненному пути. Если сейчас нет, там семьи, отношения должна быть, по крайней мере, в будущем. Ну, я думаю, что здесь все будет хорошо, если вы вовремя сконцентрируетесь, так скажем, и действительно возьмете себя под контроль, под полный, но шаман обычно уже это сделал, да, уже идет к этому точно. Если уж не сделал, ну, по крайней мере, двигается туда. Так что вы, думаю, понимаете, о чем вообще речь. Вот такая первая позиция. Так, а мы идем дальше. Я эти карты добавляю в колоду, чтобы вам не страшно было, что вдруг какая-то карта вам не попадет, да? Особенно двойка кубков ее очень любят. Так, смотрим дальше. Цитринчик. Камень богатства и процветания. Вообще цитрин очень загадочный камень, потому что сколько ты в него не смотри, ты будешь видеть все новое и новое внутри него. Вот вообще у меня их несколько, конечно, цитринов, вообще целая коллекция цитринов. Вот, но если вы попробуете заглянуть внутрь камня, вы меня поймете только вот как бы это все осветить тут, да? Сконцентрировать ваше внимание. Вот видите, уже пошло. То есть вы видите очень много интересного внутри. Вот если мы сейчас возьмем подсвечник, да, и попробуем осветить этот камень, вы еще много чего интересного увидите. То есть, понимаете, то есть вот вся суть этого камня в том, что он настоящая загадка. Он, чем дольше смотришь, тем больше видишь. И, конечно, соответственно, в этом камне можно увидеть пророчество. Ну и также, да, он очень сильно привлекает деньги. То есть, если вдруг вы хотите стать более богатым таким человеком, да, процветание, ну, цитрин нужно купить хотя бы, да, они недорогие, там копейки стоят, и носить с собой, или сделать кулон, или кольцо. То есть обвешайтесь цитринами. Они будут привлекать к вам, конечно же, богатство, но и не только, да, а еще и можете обрести прозрение настоящее. Хорошо. Кто вы? А вот вы уже туз жезлов точно, да? Туз жезлов. Ну, вы очень яркий человек, способный на все.
Вы страстный человек, у вас много огня внутри, естественно, это же туз огня. Вы человек начала, то есть, получается, вы любое начинание можете превратить как в деньги, так и просто в что-то цветущее и нужное всем. Ой, простите, ну из чего-то плохого сделать конфетку, да? Даже так можете, вот такие прям волшебные превращения делать. Но также вы целеустремленная, мужская личность, то есть даже если вы женщина, у вас слишком много лидерских качеств для женщины, много мужской энергии, которая будет вот лететь вперед, несмотря ни на что, да. Если вы уже что-то там нацелились, какую-то цель пытаетесь преследовать, вы ее будете преследовать до самого конца. Вы не остановитесь ни перед чем и никогда. Ну и также эта карта показывает настоящее солнце, то есть мы понимаем, что вы любите внимание, вы, возможно, хотите быть либо публичным человеком, либо вы просто экстраверт, вы можете быть очень общительны, или просто экстраординарны, необычный для многих людей, да. Ну и, конечно, вы можете быть очень сексуальны, то есть привлекательны для противоположного пола очень сильно. Буквально неважно, как вам кажется, может, вам и не хватает женственности, если вы женщина, но огня-то вам точно хватает, и мужчины на это сильно реагируют. На ваш характер, на ваши глаза, на ваши слова, на вашу фигуру, может быть, на вашу внешность. То есть вы яркий человек. Вот прям не пройдешь мимо. Все равно обратишь внимание. У вас может быть очень красноречивый взгляд, например. Так, ну, каков ваш жизненный путь? Давайте посмотрим. Ваш жизненный путь. Сын огня. Ага, десятка. Получается, тоже огня, да? Стрелы. Стрелы только эти вниз направлены теперь, да? Шестерка воздуха. Шестерка воды. Девятка земли. Мать воздуха. Ну, еще одну карту вот сюда положим в серединку. Угу, восьмерка земли. Смотрите, карты говорят, что вы буквально, ну, как сказать, трудоголик, может быть. И не только по восьмерке земли я об этом сужу, нет. Карты здесь все показывают, что вы буквально чем-то можете в жизни быть увлечены одним и надолго. Если вы еще не нашли своего предназначения, я думаю, что вы найдете прям, ну, вот на пороге этого. Потому что в этом ваш жизненный путь состоит. Выполнять свое предназначение в плане работы, трудоголизма настоящего даже. Вы можете брать на себя слишком много. Вы можете тянуть на себе целый воз. Но вам почему-то даже бывает и несложно. То есть вы человек, у которого постоянно аккумулируется энергия. Есть порох в пороховницах, да? Вы, скорее всего, тот, кто готов ездить по миру, колесить и узнавать новые города, новые страны. Вы пожили бы что здесь, то там, и для вас это не напряжно. Хотя, конечно, любая смена обстановки для каждого это стресс, но вы выдержите такой стресс, и для вас будет очень увлекательно. Карты здесь показывают, что вы часто вспоминаете прошлое, но пытаетесь каждый день сделать так, чтобы оно все меньше вас травмировало. И все больше вы пытаетесь начать новую жизнь и заняться все большим созиданием. То есть вы добры по отношению к планете и к людям, и готовы вкладываться, готовы тратить энергию на то, чтобы сделать мир лучше. В чем-то вы идеалист. Человек, который хочет этот мир изменить в лучшую сторону. И также у вас может быть очень много знакомых, но все-таки вы не отдаетесь до самого конца и не раскрываетесь перед всеми подряд. Для вас важно иметь каких-то очень близких людей, которые будут для вас опорой. И именно им вы расскажете свои секреты, а не всем подряд. Но те люди, которые многочисленные, знают вас, окружают вас или будут окружать и знать, они будут думать, что вы дружите с ними.
Вы тоже будете с ними дружить, все, но откроетесь только перед ограниченным количеством людей, только перед самыми близкими. То есть для вас это важно. Дружить могу хоть со всеми, общаться хоть со всеми, но все-таки есть кто-то, кому я доверяю больше всего, и кого выделяю больше всех, и кого люблю больше всех там, да. Такой человек не останется в одиночестве, то есть рядом с ним все равно будет кто-то, кто его поддерживает. Вот как раз вас поддерживает стихия воздуха очень сильно, и мы здесь видим мать воздуха не просто так, а также сына огня, да. Здесь две стихии сплелись. То есть воздух, он раздувает огонь, и огонь горит все ярче и ярче. Вам нужен воздух. У вас сейчас много энергии огня внутри, и вам очень нужен воздух. Соответственно, на вас нужно подуть, вы будете гореть, и вам ничего не надо, да, только дров подкидывай. И получается, что кто-то рядом может стимулировать вас к развитию, к созиданию, к тому, чтобы вы как можно больше побеждали. Карты говорят, что иногда вы берегов не видите в плане работы. Но эта работа нужна людям. Как окружающим вас, так и вообще в принципе людям. И, соответственно, вы приносите пользы очень много. И будете приносить еще больше. За это можно получить материальное вознаграждение. Вас может интересовать материальное вознаграждение. Возможно, вы даже ждете процветания от жизни, но это для вас не первостепенно. Для вас первостепенно это делать что-то, работать и выполнять свои задачи. Развиваться в этом, сделаться все лучше и лучше в этом. Также, возможно, в скором времени вы планируете заняться собой, спортом, правильным образом жизни, потому что хотите жить как можно дольше. Вы очень любите жизнь. И в этом ваш тоже жизненный путь состоит, конечно, что человек очень любит жизнь, да. Он хочет жить как можно больше и дольше. Я считаю, что это прекрасно, когда ты не растрачиваешь свою жизнь, да, вот просто так там, а хочешь, чтобы твое тело служило тебе подольше и там больше пользы принести, и быть на этой земле, то есть в этом теле, да, радоваться жизни, а не страдать. То есть вы над этим собираетесь работать. Может быть, уже начали. Карты все очень светлые и хорошие, на самом деле, умного, такого развитого человека, который готов учиться, который готов все время развиваться и никогда в этом развитии не останавливаться. То есть вы такой любознательный тип людей. Ну и, конечно, вас трудно удержать около себя. То есть вы все равно, как ни крути, вот как бы вы ни привязывались к кому-то, кто близкий для вас, вы все равно цените свою свободу и свое личное пространство, и иногда вы туда уходите. И окружающим приходится это понять. То есть, ну, да, так бывает, но, в принципе, если вы уважаете друг друга, то человек уважает и ваши желания, и то, как вы строите свое счастье, и на основе этого тоже строит свое счастье, да? Хорошо, а для какой судьбы вы родились? Давайте посмотрим. То есть у вас неплохой, да, жизненный путь, и вы не останетесь в одиночестве и без денег. Очень хорошо. Так, для какой судьбы вы родились на самом деле? Мать воды. Солнце. Двойка воды. Четверка огня. Ну, смотрите, я вам так скажу, что, по сути, вы родились для судьбы такой, чтобы стать известным человеком и сверкать чуть ли не на сцене. Может, на сцене, может просто развить какой-то свой дар, талант и показать это миру как гениальность. То есть, может, не гениальность, талантливость большая, одаренность, да. Для какой судьбы вы родились? Вы родились для одного брака на всю жизнь, даже если он вам надоел. А вы очень свободолюбивая личность. И я не знаю, скажите, как сложилось, потому что карты здесь показывают, что именно родились для такой судьбы, но выполнили ли вы, чтобы вот прям один брак и на всю жизнь? Или все-таки меняли там партнера, партнершу? Это прям интересно. Карты здесь показывают, что семья, хоть она у вас и должна быть по судьбе,
но она не имеет для вас, не должна иметь для вас самого первостепенного значения. Для вас самое первостепенное значение должна иметь реализация вашего таланта, дара. Какой-то дар дан был вам при рождении, я не знаю, туз, вот этот жезлов, сейчас реализует ваш тот дар или нет, или просто какую-то работу очень яркую, интересную для вас. Или, ну, может быть, да, что вы в этой работе как раз и одаренный человек. Либо был еще какой-то дар, который вы, может быть, забросили развивать. Но судьба у вас была стать именно популярным человеком в каком-то вот таланте прирожденном. Самое интересное. Вы должны были, вот чуть ли не говорю, как сверкать на сцене или в телевизоре. Скажите, получилось или нет. Это очень прям важно для меня. И вообще вот эти карты, они показывают очень положительного человека, скорее всего, от природы умного. Или от природы необычного такого, да, с необычным мышлением. И такого человека люди очень любят. Они очень тянутся к нему. Многие хотели бы всегда, даже по судьбе, вот, да, как что общаться с вами, вот эта притягательность какая-то природная. Многие люди очень сильно хотели бы общаться с вами, даже по судьбе, вот так. И в итоге, да, с вами многие и, скорее всего, тянутся к общению сейчас, по вашей жизненной ситуации, по вашему жизненному пути. Вот. Да, завистники у такого человека, конечно, есть, и враги могут быть, но здесь самое главное не это, конечно, а то, что, может быть, вам стоит, если вдруг вы еще не реализовали, да, вспомнить свой вот этот дар от природы, который был при рождении, все-таки подарен вам, и нужно о нем вспомнить и реализовать, скорее всего, его. Ну, вот такая позиция номер 2. Убираю карты обратно в колоду. Смотрим позицию номер 3, горный хрусталь. И первая карта — это вы, ваша карта. Дочь огня. Очень нежная карта. Вы очень нежный человек, хрупкий. В чем-то вы сильны, а в чем-то ранимы. Вас легко обидеть, очень легко. Вы можете не то что слабость показать, когда вас ранят, а наоборот, да, вокруг начать сжигать всех. Ну, то есть там ругаться, кричать можете, вспыхивать очень сильно. Но при этом это как будто немножко по-детски. То есть люди иногда вас не воспринимают всерьез, когда делают что-то не по-вашему. У вас маловато лидерских качеств. Вы скорее именно мягкий человек, очень мягкий. Вы не хотели бы этого показывать. Вы хотели бы, чтобы думали, что вы жестче и что у вас больше лидерства, чем есть на самом деле. Вы это воспринимаете как чуть-чуть слабость такую, и вас это раздражает. Но вы очень добры. И если что-то с человеком не так, вы все равно кинетесь помогать. Вот, и как-то постарайтесь побеседовать и что-то сделать хорошее. И даже если между нами говоря, да, если вас оскорбили и обидели, вы через некоторое время это забудете. Скорее всего, вообще очень быстро. И человек снова сможет общаться с вами. Может, это раньше так было. Ну, напишите, быстро отходите или нет. У меня вот, знаете как, если человек переступил эту черту пару раз, я могу его простить. Я как чайник вспыхну, очень сильно погневаюсь и смогу это простить. Но если сделал много раз, этот человек для меня умирает и никогда больше не сможет родиться, восстановиться, возродиться, там, да, он навсегда уже все, его нет. И здесь, скорее всего, не такая ситуация, не такая. Вы можете, может быть, даже прощать до бесконечности. Это ваш, конечно, и плюс одновременно, и минус, потому что плюс в чем? В том, что люди рядом с вами чувствуют себя очень хорошо. Минус в том, что вы иногда рядом с людьми чувствуете себя очень плохо. Вот. Но вы очень красивый, привлекательный для людей. Или просто харизматичный, приятный, общительный. Так, ну хорошо, давайте посмотрим, каков ваш жизненный путь сейчас. Десятка земли. Трансформация. Семерка земли.
сын воды. Лег рядом с дочерью огня. Десятка воды. Тройка земли. Пятерка земли. Ну, смотрите, ваш жизненный путь, да? Ваш жизненный путь с человеком, который вам не подходит. Не подходит по схеме, по характеру. То есть является для вас как будто с другой планеты. И да, ваш путь жизненный лежит с таким человеком именно потому, что нужно приобрести этот опыт. Общение, заведение, там, может быть, каких-то отношений с тем, кто совершенно на тебя не похож. И кого ты не понимаешь, как ни крути. Вот приезжаете вы в другую страну, у вас свой язык, а у них свой. И вы о их языке не знаете ни грамма, ни слова. Они пытаются понять вас, а вы их. Но толку-то? То есть пока не выучишь, не поймешь. Пока они не выучат ваш язык, вас не поймут. Пока вы их не выучите, вы не поймете. Ну, кому-то чего-то придется учить. Наверное, вам придется приспосабливаться к тем, кого больше, да? Они не будут все вместе приспосабливаться ради вас. Поэтому здесь, смотрите, так получается, да, что в ваших отношениях тот, кто важнее, тот, кто главнее, тот, у кого больше лидерских качеств, должен, получается, править, да, он должен быть достоин того, чтобы второй, тот, кто слабее, может быть, да, ниже авторитетом, вот он должен быть достоин того, чтобы тот, кто слабее, выучил, так скажем, его язык. Захочется ли или нет, это все зависит от его именно достоинства. Вот. И захотите ли вы к этому человеку приспособиться, зависит, по сути, от него. Насколько он хороший такой человек, любимый вами, да, что вы ради него готовы себя менять. И выучить там его странные привычки, изучить его семью, культуру, там, я не знаю. То есть вы настолько не похожи, да, что ему нужно обладать очень хорошими качествами для того, чтобы вы его так любили. Понимаете? Если вы ниже, допустим, по лидерству, чем он. Ну, или наоборот. И получается так, что это ваш опыт, это ваша жизнь, и это ваша трансформация. Однако не все так просто, да. Иногда могут преследовать в этом плане неудачи, то есть ты боролся, ты старался приспособиться, привыкнуть, с чем-то смириться в человеке, что-то проработать, но иногда терпение лопается, особенно у дочери огня, и кажется, что все пропало. Хочется уйти, убежать, заплакать, затопать ногами, сказать, ничего не выходит, все. Вот понимаете, вот как-то бьетесь вы друг от друга. Ему тоже так хочется, этому человеку. Убежать, заплакать, задергаться. Может, вы уж так много раз делали. Вот. И, конечно, карты здесь, они такие, да, они показывают, что когда вы бьетесь друг от друга, вы растете. Потому что души у вас уже встречались в прошлых жизнях, уже росли вместе. И нужно просто продолжать этот рост. Карты говорят, что то же самое у вас с деньгами. У вас не очень хорошие отношения. Такое чувство, что вы на одной волне, а деньги на другой. И, соответственно, как бы вы ни пытались их подмять под себя, коняшку-то эту как-то объездить, да, коняшка все брыкается и брыкается. Это дикий мустанг, эти деньги. Вот, а у вас не хватает воли седока и ездока вот этого, да, который мог бы укротить денежную волну. Почему так происходит? Скорее всего, судя по этим картам, вы хотели бы в жизни денег всех и сразу, легких денег, денег задарма. И карты говорят, ну нет, придется здесь потрудиться, поработать, нарастить свой профессионализм. Тогда деньги будут течь к тебе рекой, тебя будут ценить. Но пока ты этого не сделаешь, а нужны для этого годы, тебе как-то вот плохо и скучно, и браться за это не хочется. То есть хочется просто легкости, да, легкости от денежной волны. Но для этого нужно тогда учиться именно оседлать эту волну. А это нужно тогда читать книги по саморазвитию, это тоже труд.
Ну, думаю, что, судя вот по этим картам, вы добьетесь процветания, не переживайте. Просто нужно для этого потрудиться над собой. Давайте посмотрим, а для какой судьбы вы родились на самом деле. Звезда. Шестерка воздуха. Шестерка огня. Мать воды. Ну, ваша судьба вот при рождении — это все-таки реализовать себя. Это первое, да? Это ваша судьба прям. А второе — принять наследие рода. Судя по этим картам, может быть, вы еще не все до конца приняли, наследие рода, да? И жизнь вас туда-сюда трепет, пока вы не согласитесь развивать свои какие-то неординарные способности. Бывает наследие рода другое. Например, все медики, а вы не хотите быть медиком. Хотя знаете, что это такое, как это делать, но не хотите. А ведь быть медиком — это очень важное предназначение, да? Вот. Дальше, значит, может, у вас все были повара, быть поваром. Не хочу быть поваром, стучу ногами. Да? Семейный ресторан, до свидания, или там еще что-то. Вот. Пойду продавцом или юристом. Или все были юристами, пойду поваром. То есть, понимаете, какое-то противоречие идет здесь. И, соответственно, произошла ли эта реализация? Приняли ли вы наследие рода? Реализовали ли свой талант? Ну, карты здесь говорят, что ваша судьба от рождения — это уехать в другую страну. Жить там очень далеко от той земли, где вы родились. Такое ваше предназначение. Уехали ли вы? Вот в чем вопрос. Реализовали ли это? Напишите. Потому что это ваша судьба при рождении. То есть вы могли еще не реализовать ее, не достигнуть этого, да? Или не собираетесь этого делать, а идете против. Такое тоже часто бывает. Вот когда человек идет против, у него очень тяжело получается. Ни с деньгами не ладится, ни с личной жизнью. У него все кувырком. Просто потому, что он что-то там отрицает по семье, по семейным профессиям, отрицает по роду, способности отрицает, да, сны свои отрицает, там, допустим, если у него вещи сны есть. Там кто-то видит мертвых, не хочет видеть, кто-то еще что-то, кто-то не хочет там быть, как я уже говорила, там, медиком или профессором, там, да, математики, хотя все в семье были такие. То есть это такой общий семейный талант, он у тебя точно есть, ты не хочешь. Тебе, видите ли, скучно. И получается, что это отрицание дает испытание, конечно. Человек должен, по сути, делать то, что у него лучше всего получается. А у него включается дух противоречия. Вы, может, были бы счастливы, если бы вы это делали. У вас это как раз, как по маслу, да, идет. Это же счастье. А вы не понимаете. Вы говорите: нет, я не люблю своего папу, который это делал, значит, и я это делать не буду. То есть вот так вот может быть. Ну, или просто у вас, вы даже не понимаете, почему отрицаете. Или не знаете о своем роде ничего. И тогда отрицание идет через незнание, да. А найти, как бы вы ходите в трех соснах, заблудились и найти не можете. Такое бывает, когда блоки есть по родовым каналам. Очень серьезные и проклятия. Вот. Но в любом случае, здесь мы обозначили с вами, да, какая у вас судьба должна быть, поэтому вы можете к ней прийти. И, соответственно, вы знаете теперь, как работать с тем, чтобы и в отношениях, и с деньгами наладилось. И, конечно, для этого есть все перспективы. Ну, вот такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.